Внимание! Все, что вы сейчас увидите, отнюдь не Photoshop. Трамвай движется в противоположную сторону от окна и пронзает его. Это оптическая иллюзия окно Эймса, которое вы сейчас видите. И трамвай в нем. Это окно оборачивается Остановите это видео и напишите в комментариях, как оборачивается это окно в одну сторону или туда-обратно. Многие из вас, обычно те, кто живут в городе, напишут туда-обратно. И это связано с тем, что в городе одни прямые углы, и мы видим их проекцию, то есть уже не прямые углы. И уже в зависимости от проекции, которую мы видим, мы формируем у себя в голове изображение. Например, сейчас многие из вас видят окно прямоугольной формы, но на самом деле это всего лишь кусок картонки. И это изображение в 2D. Я поворачиваю окно. Я кручу его вот так. А вы видите, как будто к нам ближе вот эта часть, но на самом деле к нам ближе вот эта часть. Но так как мы привыкли, что все, что ближе, то больше, то есть вот эта часть, нам кажется, что она ближе, но это не так. И сейчас я вставляю в это окно трамвай. Трамвай как будто стоит в объемном окне, но на самом деле он просто в прямоугольнике в трапеции 2D. И для того, чтобы удивить своих друзей таким приемом, когда трамвай якобы проходит сквозь стену, следите за ним внимательно. Окно двигается в одну сторону, а трамвай двигается в другую. И для того, чтобы удивить своих друзей таким приемом, а вот сейчас и трамвай и окно двигаются синхронно. Далее вам кажется, что окно идет в другую сторону, а трамвай продолжает двигаться в исходную. Итак, для того, чтобы удивить своих друзей, я договариваю, вам необходимо вырезать такую трапецию из картона. Далее вам необходим трамвайный вагон, либо абсолютно любой другой предмет. И палочка для шашлыка, которая воткнута в пенопласт. И самое главное, для того, чтобы это посмотреть и для того, чтобы иллюзия получилась, ваш зритель должен закрыть один глаз. Иначе вот в этом положении, когда трамвай начинает проходить якобы сквозь стену, у вас открыто два глаза, когда вот эта часть находится к нам, то я вижу одним глазом вот эту часть, а вторым вот эту. Ну так уж мы устроены, если мы смотрим на это с близкого расстояния. И поэтому в таком случае наш мозг уже реагирует на то, что его обманывают, потому что он видит и вот эту часть, и рядом вот эту. Поэтому необходимо закрыть один глаз. И тогда нам, безусловно, будет казаться, что данное окно движется то в одну сторону, то в другую. Хотя на самом деле оно движется все время в одну сторону. Сейчас я взял локомотив полегче для того, чтобы еще раз продемонстрировать вам этот опыт. Желательно, конечно, брать более длинные объекты, для того, чтобы они загораживали и соседние окна. Давайте смотреть. Сейчас окно и локомотив движутся в одну сторону. Далее я продолжаю крутить в ту же сторону. Окно начинает двигаться в противоположную, локомотив в противоположную. И локомотив пронзает это окно. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео подобного формата, обязательно пишите в комментариях. И ставьте лайк. Тогда я буду знать, что такие видео вам нравятся больше, чем простые банальные видео про трамваи.